Оце надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиюа. Как вы могли увидеть, тут есть темпларка, а это означает что? Правильно, что не факт, что я ее соберу в этой катке. Почему? Потому что, смотрите, здесь есть магия, и здесь есть охотники. Но на самом деле здесь очень жесткий магобилд есть, потому что, смотрите, есть орк-шаман и есть дух-пятерка. Их можно вместе соединить и получить такой, ничего себе, развал кабинета с одного прокаста. Потому что, если все грамотно сделать, это просто катка будет заканчиваться за пару секунд. И даже фуловые морские здесь вряд ли помогут. Морские фуловые могут помочь только в том случае, если у вас будет сильный керри с шаром бездны, то есть все как надо, все как доктор прописал. То есть, ну, только в таком случае. Во всех остальных случаях, скорее всего, это будет ваншот. Ваншот кабины. Охотники так неплохо идут, можно через охотников стартануть. Но на самом деле, если я хочу попробовать записать темпларку, то мне нужно как-то это все сделать намного красивее. То есть, тут есть реликвия Маморы и есть реликвия аптечки. Ну, блин, на самом деле и охотники как-то идут. А может через магобилд? На самом деле я хочу попробовать через магобилд, смотрите. Я со старта буду брать людей, все такое, и чтобы максимально выйти быстро в 9, в 10. Ну, короче, чтобы максимально быстро выйти в уровень. Ну, тоже не факт, что это получится. Не факт. Ты разорчик. И охотники, боже, ну охотники прям прут и прут. Но я думаю, все-таки охотников скипнуть. Да, я, наверное, охотника все-таки скипну, я попробую через магобилд, это как-то будет понадежнее. Хотя на самом деле мне охотники могут дать винстрик. Короче, попробую через магобилд. Я хочу поставить баф людей фуловый. Если у меня получится выигрывать, то, соответственно, я буду получать нереально много опыта, все такое. Ага. Ну, кстати, будет духов магов можно еще поставить. Но, знаете, я вот только что выбрал в расширенном поле вот этого духа чернокнижника, который теперь... А не испытать ли мне удачу и поставить пандочку, а? А давайте попробуем. Мана плюс 50 берем. Разора чуть назад ставлю, чтобы если... Ну, тут в основном... не, ну тут есть парочку дальнего боя. Короче, в основном здесь я вижу, что ближнего боя. Поэтому Разора я чуть-чуть назад поставил, чтобы Разор максимально много урона нанес. И Дискорд поставил, чтобы минус 25 сопротивления к магии сделать. Ну, еще и собаку купил, чтобы, если что, баф людей поставить. Кстати, ребят. Походу, сейчас Разор не достанет долины, да? Не достала. Но на самом деле, если Плина чуть-чуть ближе была, там бы максимальный урон она получила. Но... В общем, я хотел сказать следующее, ребят. Кто не подписан на YouTube канал, обязательно подпишитесь, потому что чуть-чуть осталось. Чуть-чуть осталось до 200 подписчиков, ребят. Ну, давайте добьем эти 200 подписчиков. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. Вот такая гремулечка. Я вас верю. Я вас верю, поэтому кто не подписан на мой канал, обязательно подпишется. И за это огромнейшее спасибо. Еще, ребят, не забудьте тыкнуть лайк. Потому что каждый лайк и комментарий продвигает ролики в рекомендации и в тренды. И это очень-очень влияет. Я, кстати, продам сейчас Рубика и выйду в 5. Все, прорекламировал, ребят. Огромнейшее спасибо, кто подпишется и поставит лайк. Огромнейшее, огроменное, просто, ну, максимальное уважение за каждый лайк и комментарий, кто не забывает это делать, ставить и тому подобное. Спасибо. Все, минуточка внимания закончилась, и теперь дальше погружаемся в каточку. Что делаем мы по каточке? Разваливаем. Разваливаем без шансов в этой каточке. 100%. Вот просто берем и сносим кабину. Вот так вот. Мы поезд, который смог. Как там этот мемчик? Вот падла. Знаете почему? Мне охотники прут и прут. Вот прут и прут, прут и прут. Как прут пруди их. Вот прикиньте, я бы сейчас со старта мог бы взять фуловых охотников уже. Ой, со старта. Короче, вы поняли. Сижу такой, анализирую. Саня, а что ты только что сморознул? Я, кстати, все время думал, что селедка не только замедляет скорость атаки и стан дает, а почему-то я думал, что когда она в одну цель так вот кастует, она дает минус броню. Но это что-то я так думал. Сейчас я вот проверил этот момент, и селедка, оказывается, просто замедляет и станет. Такой бред. На самом деле не так этого персонажа убили, боже. Когда уже глобальный патч?
Ребят, у кого там есть связи там с разработчиками и тому подобное, на меня не смотрите, у меня связи с ними нету, они меня даже не слушают, им плевать абсолютно, сколько бы я не писал, сколько... Ой, короче, им просто плевать. Они меня уже игнорят. Они меня уже игнорят по полной программе, и как они видят, что я пишу в техподдержку, либо же пишу им на их юридическую почту, не юридическую, вот это вот бизнес-почту, когда им пишу, они думают такие, опять он, опять, ну зачем ты пишешь? Кстати, поставлю немного духов. Может, повезет. И духи будут окаменения кидать. И тогда я больше смогу сэкономить себе по хп. Не факт, конечно, но посмотрим. В общем, я думаю, что разработчики меня вообще ненавидят максимально. Хотя они меня на самом деле уже в некоторых случаях игнорят. Вот, допустим... Чего? Понятно. Вот этот ШК НГ, с ним будет тяжело играть. Он уже нашел себе такой жесткий билд, а это означает, что у него будет... Ну, я более чем уверен, что что-то будет с ним не так. Он будет слишком жесткий, либо слишком жесткий. Кстати, спасибо за окаменение. Вот такая синергия. Да, кто-то сейчас скажет, она первого уровня, и поэтому она так плохо работает. Но, ребят, я напомню, сколько раз я играл против духов. Окаменение у моих противников работало на ура, кстати. Спасибо за людей. Это хорошо, это шикарно. Так вот, сколько раз я играл против своих противников, и сколько раз у них окаменение срабатывало первого уровня. Тут же ни разу сейчас не сработало. Ну ладно, бывает. Один раз случайность. Один раз случайность. 2 раза это совпадение. А 3 раза это будет уже стабильность. Поэтому, ребят, первый раз пошел, сейчас будет второй и третий. По-любому. Если я, конечно, к тому времени их не продам. Мне интересно, что мне на 10-м раунде упадет за реликвия. На самом деле, мне бы хотелось, чтобы не упала аптечка. Но я не откажусь от гнезда Мамора. Но я больше всего опасаюсь вот этого вот чела, который сейчас играет через котла, через длину в 2 звезды. У него там, ну, у него сильный стол. У него плотный, сильный стол, у него даже орки есть. Но у него был бы намного... У него еще и ДК пришел. Да. Короче, у него слишком сильный плотный стол сейчас. Это проблема. У него еще Dragon Knight есть. Котла ему не хватило, он еще себе Dragon Knight взял. Вот какой. Если ему сейчас еще гнездо Мамора придет. Не хочу зуб давать, но 100% уверен, что к 20-му раунду он еще себе либо котла вытащит 3 звезды, либо же Dragon Knight вытащит 3 звезды. Если что, кстати, ДК можно собрать в 3 звезды, вот в его билде, и собрать 9 магов. Это будет не ошибка, вот ты собираешь просто себе 5 драконов, даже не 5 драконов, 3 дракона, а в этом случае можно собрать 3 дракона жестких, потому что есть Джакира еще сверху, можно либо 5 драконов. Еще и в 12 выйти. И играть через Dragon Knight именно как физического керри, потому что когда он его соберет 3 звезды, у него каждая тычка будет давать обледенение. Плюс процентажный урон наносить от максимального хп. Чистого. Или магического, по-моему, не помню. По-моему, магического. Короче, кстати, надо будет попробовать как-то записать Dragon Knight в 3 звезды. Но получится ли? Не знаю. Но в этом случае, тут классные легендарки есть, через которые ты можешь реально, ну, лютый маг проказ сделать. И вот если мне повезет, я его сделаю. Если не повезет, ну, будем пальчик смоктать. Правильно? Правильно. Но я хочу через темпларку все-таки попробовать сыграть. Ну, мало ли получится. Получится? Круто. Не получится? Хнык-хнык, плаки-плаки. Пум-пум-пум-пум. Панда, интересно, мне хоть что-нибудь принесет? Я давненько на пандах не играл. Ну как? Я играл на пандах. На стриме, который 2 недели назад был. Вот там я играл на пандах. Вот там было замечательно, вот там было круто. Мне пришел Эмбер, я занял топ-3. Вот такой вот билд. Через панду играть. Хочу эту панду продать. У меня прям, знаете, руки чешутся продать эту панду. Если что, кстати, Разор оставлю чуть-чуть назад, чтобы он максимально продамажил своей способностью. Баф людей есть, это тоже неплохо, но мне бы хотелось, чтобы баф людей намного пораньше пришел. Там винстрик у охотника. Да, охотника винстрик. Ну, этого чела, который там играет через Лину, через котла, у него там жестко. Кстати, плащ-пальто пришло. Это неплохо. На самом деле, плащ-пальто пришло, это хорошо. Опа, не ожидали, да? Небольшая такая вставочка. Я хочу напомнить, что провожу розыгрыш наушников Fufine Play Game H6 в белом цвете.
Вся подробная информация, как участвовать и тому подобное, находится в моем телеграм-канале, а там в закрепленном сообщении. Если что, телеграм закреплен в описании под видео, а также в комментариях, а еще у вас на экране появится QR-код. Данный конкурс не спонсируется, не поддерживается и никак не связан с YouTube. А еще не забудь подписаться на мой YouTube канал, потому что осталось всего лишь немного до 2000 подписчиков. А если ты еще не поставил лайк, обязательно поставь лайк. Желаю всем удачи и приятного просмотра. Никс. Боже, это намек на то, что мне нужно играть через инсектоидов? Как-то не очень хочется, но в принципе можно взять. Да ну что думать? Я думаю, берем аптечку и не паримся, правильно? Так, челу не упало, только что в гнездо мора, это отлично. Так, берем аптечку, распродаем вот так вот стол, лишних убираем. Панду оставляем. Вот это убираем. Панду оставляем, потому что, ну, мало ли, все-таки будет призрачная надежда на то, что мне на что-то принесет. Что-то принесет хорошее, будет замечательно. Ничего не принесет, ну, что поделать. Что поделать, ничего не поделать. Я надеюсь, ко мне друид придет. Я надеюсь, что ничего у меня не будет стоять до конца там 20-го раунда, плюс-минус, чтобы я ее заобузил. Надо жреца купить. Ну, по идее, можно реально будет сейчас выйти в 10 уровень даже. По хпшке мне более-менее нормально, по уровню тоже более-менее нормально. Единственное, что по деньгам не очень. Экономика у меня ужасно страшная. Как-то так. Ну, чуть-чуть усилю свой стол, хотя на самом деле я не особо этого хочу делать. Опа. Чел весь свой стол убрал, это плохо. Это плохо, то, что он весь свой стол убрал. А ну-ка, ребят, поставьте сейчас ролик на паузу, напишите в комментариях, на каком раунде ко мне придет нужная мне фигура. И кто это конкретно будет. Либо же это будет мага билд, либо же это будет, ну, через темпларку билд. Вот напишите в комментах, что вы думаете на этот счет и что конкретно ко мне придет. И как, ну, вот именно просто так напишите все. И все. Байт на комменты, ребят, байт на комменты. Пишем, не стесняемся. Чего? Ты мне Эмбера принес? Еще и антимага? А типа что-то можно, как бы... А можно ты мне придется еще 2 звезды? Можно будет сыграть через Эмбера. Чил играет сразу через морских, потому что понимает, что здесь будет маг. Блин, ну, в принципе, пусть у меня такой стол и стоит. Можно было бы сейчас выйти из инкама и взять уровень. Можно было бы это сделать, но хочу ли я этого? На самом деле, в глубине где-то в душе хочу. Сэкономил немного по хп, получается. Брать не брать. Брать не брать. О, винстрик сбили человеку. Понял? Принял. А кто сбил? Правильно. Охотник. Охотник сбил ему винстрик. Ну там такой жирный охотник. Пол стола в 2 звезды. Можно распродать, в принципе, сейчас весь, ну, половину своего стола, либо же выйти в 8 все-таки. Продать или выйти в 8? Продать или выйти в 8? Продать или выйти в 8? Там, кстати, вот этот вот Белла Изабелла снес ему винстрик и все равно без денег сидит, но у него есть мешок пандамана. Только зачем он это сделал? Я бы на его месте лучше вышел бы в 50 монет, а потом бы изнул мешок пандамана и спокойно бы себе апался. Короче, берем уровень. Пока я там рассуждал насчет этого охотника, я решил то, что мне нужно взять уровень. У меня сейчас на 14 раунде 8 уровень. Заметили, да? У меня сейчас еще есть жрецы. Немножко жрецов, так, чисто, знаете, как вишенка на торте, чтобы сэкономить немного себе по хп. И я, наверное, все-таки их распродам, вот этих вот ребятишек. Выйду в 20 монет. Чтобы как можно быстрее выйти в инкам 50 монет и уже брать потихоньку уровень, либо уже начать ролиться. Так, чел с винстриком на охотниках. 10 винстрик, неплохо, неплохо. Так, 2 жреца, это хорошо.
Да, два жреца это отлично. Ставим их так вот на стол и как же мы поступим? Как же мы сейчас поступим? Антимаг на самом деле слабоват, как персонаж будет против мобов. Ну, чисто как танк можно использовать его будет. Хотя, знаете, я вот так вот продам, наверное, двух этих троллей. И куплю себе сейчас орка-шамана и поставлю вместо антимага. Но расстановка у меня ужасная, конечно. Тут у меня сейчас, скорее всего, все перепрыгнут. Ну да. Живи. Хорош. Хорош. Лина выжила. Отлично. Лина еще подамажит, потому что у меня в ней предметы, и это важно, чтобы она подамажила. Еще ее подхилили 2 раза. Вообще шикардос. Просто... Белиссимо! Темпларочка, пожалуйста, приди. Темпларочка, пожалуйста, приди. Приди, пожалуйста, темпларочка. Молю! Господь божественного рандома, пожалуйста, принеси мне темпларку. Я хочу сыграть через темпларку. Я обещал людям контент. Мне нужна темпларка. Давай темпларку мне быстро. Но антимаг тоже неплохо. Можно будет через антимага сыграть в ближайшее время. Взять ману или не взять ману? Взять ману или не взять ману? Вот в чем вопрос. Банши собираешь. Интересно. Так, вот так вот ставим жрецов, чтобы у меня был баф жрецов. Чтобы немножечко себе по хпшечке сэкономить. Наверное, берем ману. Можно, наверное, антимага даже поставить вместо. А я чё, совсем, ну, дурак? А, ну молодец, Саня, молодец, красава. Поставил жрецов просто идеально, ну, молодец. Просто тупо лайк. Спасибо, спасибо, бог рандома. Просто расцелую тебя, бог рандома, сегодня. Спасибо, что ты мне улыбнулся своей шикарной улыбкой на 32 зуба. Только теперь мне главное сейчас еще и не забыть поставить жреца. А я смогу как-то темпларку юзать? Или не смогу как-то темпларку юзать? На самом деле не смогу я темпларку как-то юзать, да? Да, мне надо вместо темпларки сейчас будет ставить жреца. Да. Короче, я еще думал в конце, может я смогу как-то там переставить, вместо кого-то поставить. Но не вместо кого я не могу поставить. У меня стоит и баф пант, у меня стоит и баф. Ай, короче, вы поняли. А еще, кстати, спасибо за друидов. Спорим, я сейчас инчу продал и появится еще друид. Спорим? Гарантию даю. Спасибо. Я только инчу, падла, продал. Только ее продал. Бабах. На тебе пачку друидов. Аж 2. Даже не 1, а 2. Если мне сейчас еще яйцо придет. Кстати, на 20-м раунде мне желательно, чтобы пришло гнездо Мамора. Я тогда смогу темпларку в 2 звезды апнуть. Так, Белла. Здорово, Белла. С винстриком. Окей, окей. Окей, пока что будет со своим винстриком. Меня больше смущает вот этот чел, который играет сейчас на вот этих вот магах через фул людей. Это плохо. Я не так сильно боюсь Беллу, как я боюсь этого вот чела, который играет через фул людей, богов и магов. У меня с ним, скорее всего, будут проблемы. Я думаю, пока что вместо темпларки можно омника поставить. Мне кажется, омник будет как-то поболее импактовый, чем темпларка. Звери там собираются, кстати, еще. Так, звери, на сумонь сейчас достаточно, чтобы я мог максимально быстро в 10 выйти. Давай. Я верю в тебя. Сумонь.
Давай, еще пеньков, еще пеньков. Только не на все хп, но с умой. Давай, еще пеньков. Пеньков, давай, напоследок. Хорош. Минус 22, просто 25 опыта, как с куста. Отлично. Шикарно, замечательно, прекрасно. А, кстати, тогда мне баф людей не нужен фуловый. Я, наверное, сейчас закирю вот эту вот бабку. Закирю вот эту бабку. На следующем раунде мне надо, наверное, всех распродать и поставить уже убийц. На самом деле я так жестко рискую, что буду перестраиваться в следующем раунде. Очень жестко рискую. Жрецов пока продавать не буду, они мне пригодятся. Пока что я буду перестраиваться, я немножко смогу получить пару баночек хотя бы. Ну, если, соответственно, не откисну. Потому что столы там довольно-таки неприятные. Я бы сказал, очень неприятные. Так, что по реликвии? Так, Никса берем, он мне пригодится. У меня есть на него свои планы. Лину уже апать не надо. Спасибо, конечно, что вовремя так пришла Лина. Так, орк-шаман. Ну, я не хочу уже через орка-шамана играть. У меня уже все как бы под убийц настраивается, поэтому не хочу. Так, отлично. Есть 6 убийц уже, хорошо. Ну, возьму предмет 3-го тира тогда, почему нет? Опа. Опа. А это то, что доктор прописал. А эти предметы можно будет скипнуть. На самом деле, я думаю, мне предмет еще 3-го тира нужно поискать. Стяжечку ставим по-любому. Он всех стянет, соответственно, я нанесу туда много урона. Так, Никс хорошо, есть рыжий лис еще. Но рыжего лиса тоже возьмем, пока что поставим вместо убийца Горна. Мы в любом случае кого-то будем допродавать. Слишком много лишних персонажей здесь есть. Так, ТБшку пока что покупать не буду, я куплю, если что, его чуть позже. Хотя я, может быть, даже делаю ошибку, то что не покупаю сейчас ТБшку. Вот так вот сейчас рольну предмета. Так, инсектоид. Ну, я думаю, что не откисну, да? Пока не откисну. Нормально, нормально, живу пока что. Живу против этого инсектоида, слишком много я не получу в табло. 14 хп, понял. Прям на тоненького сыграл. Опа, антимажик, это хорошо. Шар бездны я взял. По-любому его нужно брать, потому что шар бездны это must have. Особенно, когда против тебя есть маг. Надо уже, скорее всего, распродавать весь свой стол. Ну, я имею в виду лишнюю фигуру убирать. Что-то мне так кажется, что пора. Пора. Так, вингу пока куплю. Вингу тяжело будет найти. ТБшку не так тяжело будет найти. Антимага я, наверное, покупать не буду еще. В этом нет никакого смысла. Ну, пока что куплю, потом продам. Так, отлично. Есть небольшой апгрейд у меня. Сейчас Леончика поставим. У меня в любом случае демоны будут работать. Так, это жрец пришел, отлично. Хорошо, что сейчас пришел ко мне жрец. Я хоть и уверен, что я бы много в табло не получил, но хорошо, что пришел сейчас ко мне жрец. Одного убийцу мы будем скипать, только кого вопрос? Вопрос, кого мы будем скипать. Темпларка будет? А темпларка будет сегодня? А вы прикиньте, какой бы был бы мага-билд сейчас? Ну вот какой бы был бы шикарный мага-билд? Я худею просто. Вы видите, что мне приходит сейчас? Одно хп восстановил с банки, спасибо. Одно хп с баночки восстановил. Нормально, нормально. Так, я перекину пока предметы в Никса. Чтобы Никс свои шипы уюзнул. И если придет ко мне маг, то, соответственно, маг себя застанет. Но я вряд ли сейчас кого-либо затащу. У меня проблема. Хьюстон, у нас проблема. У меня 15 хп, и мне не приходит то, что мне надо. Рыжего риса пока что возьму, но апать не буду. -1 есть, хорошо. Я волнуюсь.
Я волнуюсь. Пожалуй. О, яйцо. Проблема, ребята, огромная проблема. У меня огромнейшая проблема. Как вы думаете, какая проблема? Если я сейчас не апну Эмбера через яйцо, то я проиграю. Я вылечу из игры. Я думаю, стоит рисковать и все-таки апать Эмбера и не вылетать из игры. А темпларку, может быть, если бог рандома позволит, то я найду ее в 2 звезды. Одна пришла темпларка, нужно еще одну найти. И мне нужно срочно найти ТБшку. Я что-то рассчитывал на то, что ТБшка ко мне пораньше придет, но что-то ТБшка вообще не приходит пораньше. Давай, души его! Вот так вот мага взял и задушил. А не было бы у меня сейчас такого Эмбера, я бы откис. А так у меня еще есть время. А раз у меня есть время, то значит что? Правильно, есть возможность, что я найду нужную себе фигуру. О, 8 монет, спасибо. Так, тайдух уберем. Да! О, да, еще и парочку. Ух ты, ёшки. Какая красота, какая ляпота. Я надеюсь, что сейчас мне от 3-го тира придет гиперстон. Приходит гиперстон, я просто беру и кирю темпларку спокойно. И темпларка берет и всех вперед ногами выносит. Еще и ТБшка пришел, боже. Спасибо, спасибо, Бухарну, спасибо. Кайф, кайфуля. На самом деле наныл. Наныл. Просто, ребята, немножечко, щепоточка нытья, и тебе все приходит как надо. Вот этот вот чел, конечно, который играет на богах морских, такой интересный. Он типа контрит 100% мага, и даже не рассчитывает на то, что против него есть еще и другие ребята. Ну, посмотрим. Посмотрим, верный ли он выбор сделал, кого контрить. Кто вдруг не знает, почему я оставил ведьмаков и сделал именно таким образом. Смотрите, у меня сейчас 4 демона. И у меня сейчас на 40% больше дамага. Так, вингу берем. Сейчас. Я думаю, пока что еще темпларку не кирить. Оставить пока что Эмбера в кире. Сейчас объясню почему. Хороший предмет. Вот этот предмет 3-го тира, который мифриловый доспех. Который скидывает в себя таргетный дебаф, там, обезоружь, там, дум и всякое такое. Я думаю, Эмбера пока что стоит оставить. И рануть рандом предмет. Давайте попробуем предмет 5-го тира найти. Я буду брать бессмертие, потому что Кираса мне не нужна, Хекс мне не нужен. А это бессмертие — это сейф предмет, который мне пригодится. Я же видели, как забуксовал. О, боже, какие у меня два идеальных противника. Просто молодцы. Оба молодцы. Просто низкий вам поклон, ребята. Почему я это говорю? Смотрите. Что маг поставил всех максимально кучно, что охотник поставил всех максимально кучно. Сейчас вот, ну, вы увидите, что сейчас будет. Смотрите. Просто на Эмбера обратите внимание на количество дамага. Так, Белла и Изабелла, здорово. Ой-ой-ой. 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 Винстрик? Винстрик? Неплохо, спасибо, мне нравится. Короче, ребят, почему я так обрадовался? Да потому что никогда не ставьте кучные фигуры. Тут два целых противника, которые максимально будут вас душить. Во-первых, здесь есть маг, а он всех кучно опять ставит. Ну, короче, там есть первый, это маг, который всех кучно ставит. Я, кстати, если что, сейчас не просто так чекнул этого противника. У него там снайпер в 3 звезды собрался, но поставил самый угол. Кто вдруг не знает, то Венга меняется местами с фигурой, которая зеркально отражается. То есть у меня сейчас Венга в левом нижнем углу экрана, а у него снайпер в правом верхнем углу экрана. И, соответственно, снайпер сейчас смахнется местами, я его заставлю на 2 секунды. А 2 секунды, что такое 2 секунды для убийцы? Это разорвать вам 5-ю точку за эти 2 секунды. Ну и там Дум, кстати, нарисовался. Но Дум нарисовался не под драконами, поэтому мне плевать. Я думаю, Дума за Эвейдю. Спокойно. Чпук-чпук-чпук. Антимажик еще мне помогает. Хорошо помогает. Антимаг молодец. Антимаг красава. Просто лайк антимагу.
Хорош. Бог морской, ты, конечно, классно придумал. Но не против меня. Я для тебя самая огромная заноза задницы, которую ты только в своей жизни видел. На самом деле, мне больше непонятно вот эти два охотника. Ну, точнее, один охотник там. Один охотник, мне непонятно то, что зачем он собирает 9 охотников, когда он может собрать себе 6 охотников и 6 морских. И спокойно задефать мага. Чел, который был на охотниках, он перестроился сейчас в эльфов. Не знаю. Мне кажется, что в скором времени мне придется уже темпларку керрить. Просто для керри темпларки у меня мало предметов адекватных. Очень мало предметов. Ну, посмотрим, короче. Пока что я верю вот в Эмбера. Эмбер имба. Эмбер молодец. Эмбер красава. Так, маг, здорово. Еще, давай. Подрезал. Молодец, молодец. Хорош. Котл с бессмертием. Это как бы не особо меня радует, что там котл с предметами. Ой, с бессмертием. Но у меня есть шарбезны, поэтому мне абсолютно плевать. Еще и, кстати, духовный талисман возьму. Немножко себе уклонение повысю на темпларочку. Хоть против охотников это будет плохо работать. Но там маг жесткий, у него 11 уровень, у него есть Зевс, у него есть боги, у него там все зашибись прекрасно. О, орк-шаман. Охо-хо. Только не делай, пожалуйста, слишком сильно билд магический. Я ж тебя не переживу. Кстати, если он реально сделает себе сейчас обалденный магический билд под духом пятеркой, под орком-шаманом, то он, скорее всего, моих убийц вынесет. Без шансов вынесет. Кстати, здорово. Минус охотник. Опа, станчик от Никса. Хорош. Кстати, вот этот бог морской спокойно выносит того мага. Но этого бога морского выношу спокойно я. Чисто круговорот сансары. Тут я темпларку закирю. На самом деле, если мне придет хороший предмет... Ну, какой мне нужен предмет? В идеале нужно найти БКБ. Там слишком много контроля. Такой как контроль тайда. Обезоружь есть. Поэтому мне бы такое... Ну, мне БКБ в любом случае здесь понадобится. Но тоже у меня есть щит темпларки, который... Не, ну темпларка не защитится. Короче, не знаю, посмотрим. Но БКБ я бы все-таки взял. Сейф предмет неплохой. Хотя мне сейчас нужен урон с руки. Мне нужна скорость атаки, мне нужен урон с руки. Поэтому мне не только БКБ нужно, но мне нужно... Мне много нужно. Мне все нужно. Потому что вот этот Майлшторм второго тира, он мне не поможет. Майлшторм, это если что, вот этот молоток молнии. О, плащ-пальто, зашибись. Плащ-пальто нам пригодится. Больше магического сопротивления, богу сопротивления. Так, хорошо. Гриттеры на всякий случай, наверное, буду собирать. Что-то мне не очень хочется рисковать и находить предмет 5 тира, потому что у меня и так по предметам тут, ну, как кот наплакал. И если я сейчас скипну шарбезны и скипну вот эти все предметы, у меня не будет ни скорости атаки, у меня не будет ничего. Тогда я 100% буду таки снова делать. Пока что еще, наверное, покирю Эмбера. Что-то мне Эмбер больше вносит уверенности, чем кто-либо. Мог бы попробовать предмет 2 тира найти. Но тут предметы 2 тира такие себе. Не очень-то и хочется эти предметы 2 тира. Надо немножечко себя как-то усилить. ТБшку мы не апаем, потому что ТБшка это зло. Пусть он будет, хотя... В идеале, конечно, апнуть ТБшку в 2 звезды, чтобы он подольше жил. Но тоже он может так не нагадить, что ну его в баню. Поэтому мы не будем делать эту ошибку. Никогда не делайте это. Если вы не играете через ТБ, то не апайте его. Вообще никогда. А если есть возможность его скипнуть, то скипайте. Так, ну Эмбер пока неплохо наваливает. Хорош, Эмбер. Давай, потом. Блин, не критануло. А тут критануло. И тут обезоружь мне в табло прилетел. А у меня сейчас много магического сопротивления. Добей. Хорош. Вот тут я снова сделал. Напоследок прилетел крит, а у него бессмертие. 11 хп.
Что мы будем делать? Ладно, Леонов я не буду собирать, от них нет толку. Рисковать и пытаться найти все-таки предмет 5-го тира. Мне как-то не хватает дамага. Не знаю, я сейчас попробую темпларку закирить. Мне кажется, темпларка уже будет помощнее. Хотя там еще есть охотник. И вот против охотника бы я бы все-таки собирал бы других ребят. Ну, точнее, я кирил бы Эмбера, не других. Ну, короче, вы поняли. Я просто сейчас в своих мыслях и ну, думаю, как лучше сделать то или иное. Поэтому, если это как-то... Иногда сейчас мысли у меня путаются, то не обращайте на это внимания. Я пытаюсь просто проанализировать ситуацию, как сделать лучше. Только не сдохни, пожалуйста, темплар. У тебя есть бессмертие, у тебя щит 5-го тира, давай. Молнией сработайте, уничтожьте... А, ну я и так вынесу, окей. А вот сейчас, кстати, перестраивается полностью сейчас магов-драконов. У него будут боги, маги, драконы. Так, яичко, хорошо. Яичко пригодится. Темпларочка, хорошо. Может, темпларку 3 звезды соберу? Кто сейчас такой думает? Соберешь ты темпларочку 3 звезды. Ага. На самом деле, вряд ли я ее соберу. Но то, что там бог, маг, дракон такой жесткий, это как бы неприятненько. Можно, знаете, что сейчас сделать? Ход конем. Я сейчас могу закинуть предмет, вот этот вот драконий рог, в своего убийца Горна. Точнее, убийцу полуорка. И этот убийца полуорк сможет стянуть их всех. А он стянет, а туда закинет, соответственно, парка, тычки. Эмбра закинет туда свои тычки. Будет все замечательно. Ну-ка, давай посмотрим. Я понял. Я тебя понял. Я тебя услышал. Нет. Только не сдохни, я тебя молю. Молнии, срабатывайте, щит активируй. Давай, 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 пошел, Темпларка. Давай, 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 давай. Я тебя верю. Я тебя верю, как никогда в жизни не верил. Пожалуйста, души. Пожалуйста, души. Бессмертие еще не сработало, хорошо. Вот это вот темпларка идеальный танк. Вы посмотрите, сколько урона она заблочила сейчас. Еще и миссы. Хорошо, что я эльфов поставил. Я пару тычек только что просто заэвейдил. А не заэвейдил бы эти пару критических тычек, то мне было бы финита ля комедия. Я думаю, все-таки рискнуть и... Да! Хорош. Молнии. Отлично. Все. А вот теперь... А, кстати, а что я говорил, что молнии сработаете? Подожди, я что-то протупил. Я что-то подумал, что у меня молнии есть. Я что, совсем тютю? Прикиньте. Я так хотел молнии, что я подумал, что у меня есть молнии. Обалдеть. Вот это вот называется поплыл. Вот это вот называется поплыл. Говорю о том, чего у меня нет. Во. Но теперь уже есть. Так, -1 пошел. Бог морской вынес. Вот этого вот чела вынесу, интересно. Так, хороший предмет у меня есть. Но я должен того чела вынести. У меня сейчас темпларка сильная. Короче, я настолько... Ну, короче, я погрузился в игру сейчас. Я свято думал о том, что мне нужен такой-то, такой-то предмет. Кстати, чела вынес. Отлично. Остался... Сейчас последний раунд, и он отлетает. Да, ему -5 дал, поэтому сейчас последний раунд, и он отлетает. Я настолько задумался об игре. Я думал, какие предметы мне необходимы, стоит ли мне рискнуть и найти молнии, что я свято верил в то, что у меня уже они есть. Прикиньте. Насколько у меня поплыл мозг. А ну-ка, напишите в комментарии шансы найти темпларку в 3 звезды. А как ты хп себе восстановил? Неужели у тебя была эссенция? Серьезно? У него эссенция была? Прикол. Еще и восстановил себе 4 хп с этой эссенции. Красава. Я возьму БКБ. Там слишком много контроля, поэтому БКБшку я возьму. Не было бы там так много контроля, то я бы БКБшку не брал. Но из-за того, что там слишком много контроля, я возьму БКБшку.
Можно, конечно, сейчас попробовать рискнуть и найти предмет 5-го тира, убрав шар бездны. Мне бы в идеале какие-то криты найти. Мне бы в идеале найти какие-то криты. С 5-го тира. Я надеюсь, что, конечно, придет предмет 5-го тира. Криты. Так, 2 яичка есть. А можно теперь 2 темпларки? Точнее, 3 темпларки. Не, подожди, 4. Да, 3 темпларки, короче, мне надо. Ну, я предмет возвраточку перекину сейчас темпларку. Два аганима нашел. Боже, как темпларка четко эвейдит урон. Вы заметите, сколько урона я уже сэвейдил? Просто вот этим вот щитом. Живи! Живи! Критуй! 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 Крит! 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 Ну? Живи! Хорош! Не, надо рисковать. Надо рисковать по-любому. Хочу этого или нет, надо рисковать. Еще одна темпларка, отлично. Маг урона там мало, поэтому что правильно? Сейчас надо рисковать убирать сейчас шарбезну. У меня есть чем эвейдить, если что, его прокаст первый раз. У меня сразу включается щит. А что это значит? Это значит, сейчас будет контент. Сейчас будет максимально лайтовая реализация рапиры. Чекайте. Сейчас самое главное не протупить с расстановкой, поставить максимально грамотно все свои фигуры. Надо поставить темпларку таким образом, чтобы она сейчас била по всем. Вот смотрите. Вот так. Ну что, ребят? Что, готов? Смотри. Оп! Изи! На самом деле, реализовать такой билд было очень тяжело. Фух. Хорошая катка. Очень хорошая катка. Что это там вообще по предметам было? Короче, чел как-то неграмотно сыграл на магах абсолютно. Потому что, смотрите, у него на магах нету посоха 3-го тира. У него есть 2 аганима, но нету посоха 3-го тира. У него куча контроля таргетного, и все-таки не зря я взял БКБ. Прикиньте, если бы у меня не было БКБ, то он бы меня просто, ну, на изичах вынес. А у меня было БКБ, которое выделило весь его контроль. У него было таргетный сайленс, у него было безоруж, у него было тайда станчик. То есть у него много было контроля таргетного. Но я БКБшку взял, я себя защитил от этого. Но в любом случае у него не было дамага от магов. Он подумал, что ему хватит вот этого вот спама, но ему его не хватило. И он сыграл... Ну, я буду честно говорить. Он сыграл неграмотно на магах. У него был орк-шаман, он его не реализовал. Вот этот вот орк-шаман с аганимчиком под богами задушил бы мою темпларку на изи. Вообще в легкую. Я на самом деле думал, что он так и сделает. Но у него не было посоха 3-го тира, у него был аганим. Собирал себе орка-шамана, все. Под орком-шаманом, под духом пятеркой он бы меня душил, ну нечего делать. Он элементарно не дал бы моей темпларке пожить. У меня бы темпларка жила 5 секунд. Если бы я за 5 секунд не справлялся с его столом, он бы меня выносил. Но он этого не сделал. Но все равно катка была красивая. Вот на самом деле такой вот билд максимально тяжело реализовать, который сделал я. Намного легче сыграть на его билде, который он реализовывал. Но только если бы он это сделал немного грамотнее, было бы все вообще шикарно. Но вот, знаете, круговорот сансары. Чел на 3-м месте выносил его, а я выносил их обоих. Красиво, красиво. В общем, мне каточка понравилась. Необычно, прикольно, но я на самом деле не верил до конца, что я займу хотя бы топ-1. Я думал, либо топ-3 это будет, либо же топ-2. Одно из двух 100%. Потому что, ну, как-то туго все шло. И все-таки был переломный момент, где я взял и Эмбера закерил. Это было прям... Если бы я этого не сделал, я бы уверен, что я бы откис. 100% даю, я бы откис. Мне Эмбер спас игру. Поэтому вот так вот можно поступить иногда. Не рассчитывать и не держать яичко для темпларочки. Но мне на самом деле еще с темпларкой повезло. Просто за 2 ролла она пришла. Короче, ребята.
Что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. А также, ребят, не забываем ставить свой лайк, потому что каждый лайк, каждый комментарий продвигает мой ролик в тренды и в рекомендации. И кто, ребят, не подписан на мой YouTube канал, обязательно подпишитесь, потому что осталось совершенно немного до 2000 подписчиков. Прям, ну, чуточку осталось. И кто не подписан на мой телеграм-канал, тоже на него подпишитесь. Он, если что, закреплен в описании под видео. Если что, он в комментариях тоже закреплен. А также у вас на экране появится QR-код для перехода. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!